с вами ждем в ближайшем будущем, но об этом, обо всем по порядку. Давайте сначала разберем все эти наши рабочие моменты. Ну, сначала, как обычно, статистика. Все мы ждем собрания держателей долей компании, собрания акционеров. Ждем, когда вот эта цифра 60,40 это те, кто конвертировал свои ЕСН в доли компании либо в РСЛ монеты, либо в акции, она увеличивается. Хорошо бы увеличилась до 75%, не увеличивается. За недельку было в прошлый раз 64, на этой неделе 60,88, то есть полпроцента добавилось. Активация идет, верификация идет, ну и слава богу, что идет. На собрание это влиять не должно, поскольку становится понятно, что у компании есть определенные юридические шаги для того, чтобы это организационное собрание провести. И вот дата этого собрания держателей долей компании назначена на 25 сентября. Собрание, которого все мы достаточно с нетерпением ждем. Но вот дата появилось объявление об этом собрании. Появилось оно, как я обещал, в прошлую среду. Во вторник прошлое я обещал, а в среду оно появилось. Ну, правда, все об этом как бы уже заранее знали, кто-то друг другу, как обычно, сказал. Неважно, важно, что дата есть, и началось. Начались вопросы, спекуляции. А что, как будет собрание? То ли это собрание, не то это собрание. Собирают нас для того, чтобы инициировать процедуру выхода на IPO, либо что-то будут нам другое рассказывать, либо что-то еще дальше будут говорить. И ко мне эти вопросы, естественно, тоже поступали в течение всей этой недели. Уважаемые дамы и господа, уважаемые коллеги, хочу еще раз вам напомнить свое собственное кредо и то, к чему я всегда вас призывал и призываю на протяжении всех этих 16 лет. Если вас о чем-то спрашивают, делитесь только проверенной информацией, той информацией, которая есть как минимум официально на сайте компании. Поэтому давайте мы с вами по поводу этого собрания сразу сейчас, в самом начале нашей конференции, нашего вебинара, определимся и выясним, о чем это мероприятие. Мы читаем, что в том числе будут затронуты массовые и наиболее актуальная проблема потеря мнемонических фраз владельцами RSL Coin. Это официально одна из тем собрания, потому что без восстановления доступа к этим RSL-коинам, без восстановления доступа к своим активам, ну, человек просто голосовать не в состоянии. Понятно, тема достаточно болезненная, тема, которую нужно и решать. Каким образом, я так понимаю, нам расскажут вот тех людей, у кого потеря вот этой фразы произошла, тем самым успокаивают, что решение это есть. Что дальше? То собрание или не то собрание? О чем будет повестка? Что на собрании будет говориться? Не знаю. Точно так же, как и вы. Официальная информация такая. Но здесь есть еще одна информация. Страница мероприятия скоро станет доступна. Вот когда будет эта доступна страница, когда на этой странице появится информация, о чем собрание, какую информацию дают, вот когда эту информацию получим, тогда и все будем обсуждать. Первое и самое главное, что собрание именно собственников, держателей ценных бумаг компании, держателей долей компании назначено на 25 сентября 2026 года на 15:00 центральноевропейскому времени. Все, стоп, точка. Будет страница мероприятия доступна, как обещает компания, доступна будет скоро, когда, не знаю. Прочитаем страницу, получим следующую информацию,
будем что-то обсуждать. А пока предлагаю не догадываться, а просто, ну, действительно, как написано, следить за новостями. Но чего мы ждем от компании? Мы ждем, что компания объявит голосование об инициации выхода на IPO. IPO – это первичное размещение акций. Это выход на открытый свободный рынок, это выход на бирже, это возможность не задумываться, кому мои акции, кому мои доли компании, и если что, можно продать. Можно, конечно, не продавать, можно получать дивиденды, держать. Но большинство, я так понимаю, клиентов, которые у нас заходили в эту программу, сейчас подорожает, сейчас продам. Хорошо, для того, чтобы все продало, нужен инвестор. Инвестор, мы уже говорили, цепочка очень простая. Инвесторов достаточно много, людей, которые в этом мире зарабатывают деньги на инвестициях. То есть вложили деньги, получили прибыль, что-то отложили, половину прибыли опять вложили в акции, ценные бумаги, в фонды, в венчурные какие-то проекты. Венчурные – это значит, по сути, рисковые, но рисковые – это значит высокодоходные. По сути, наш проект неизвестный, тот, который будет выходить на рынок, можно, наверное, будет отнести к так называемым венчурным инвестициям. Но я думаю, что не раскрою вам большой тайны, но все-таки напомню, что инвесторы инвестируют не в какой-то один инструмент, не в одну какую-то акцию, в основном это так бывает, а в пакет акций. То есть, что такое пакет? Что такое даже, наверное, скорее не пакет, а корзина, некая инвестиционная корзина, в которую должны входить облигации, акции, опционы, венчурные компании, компании голубые фишки и так далее, так далее, так далее. Акции делятся, естественно, на голубые фишки, на венчурные акции. Голубые фишки – это те самые киты, те самые компании, стабильно работающие, типа, не знаю, там, Apple, Microsoft, General Electric и так далее, так далее. Те, которые в Standard & Poor's 500 входят, допустим, на американской бирже. В каждой стране есть свои голубые фишки. И у всех у них вот как бы какая репутация. То есть, чтобы не происходило, они должны давать стабильный доход. Но чем стабильнее компания, тем менее высокий у нее доход, тем меньше доходность по акциям. Есть венчурные инвестиции, то есть есть даже венчурные фонды, да, то есть рисковые инвестиции, они могут дать доход, могут не дать доход. То есть никто не знает, пока исторической нету справки, потому что сама история у компании еще не появилась именно на фондовом рынке. Какая-то история у компании есть, она должна обязательно быть, эта история рассматривается всегда, но как поведут ее акции, неизвестно, непонятно, потому что она только, вот, допустим, выходит на рынок. В основном это венчурные инвестиции. Но венчурные инвестиции, в отличие от голубых фишек, самые выгодные, самые прибыльные, потому что дают самые высокие проценты. Причем, может быть, 10 венчурных инвестиций не сработает, 11 сработает. Как работает портфель, как работает корзина? Инвестиционное портфолио работает следующим образом. Должен соблюдаться баланс. Нормальный инвестор вкладывает как в голубые фишки, так и в венчурные компании. Поэтому не сработало что-то по венчурам, в свой стабильный доход дали облигации, дали голубые фишки. Что-то не пошло по тем же самым голубым фишкам. Ну вот, не знаю, в России тот же самый «Газпром» куда-то нет, а голубая фишка Сбербанк, вот он все дивиденды взял и оплатил, и зарабатывает, и хорошо себя чувствует. Еще раз, примеров таких достаточно много. На каждой бирже, в каждом
таком общем сегменте, они свои. Главное здесь понимать, а кому на бирже нужны нафиг будут наши, извините за мой французский, как любит говорить Олег, наши ценные бумаги, наши акции. Будут нужны. Даже хотя бы вот в рамках такого инвестиционного портфолио, чтобы сбалансировать, чтобы дать купить, чтобы купить новую компанию, за такими компаниями охотятся, смотрят, видят, покупают. Но для того, чтобы компания была продаваема, она должна показывать перспективу своего развития, перспективу своего роста. Э, У нас с вами получается ситуация, когда наша компания Renaissance Space Labs в первую очередь свой проект Legends of Interaction выставляет для того, чтобы привлечь инвесторов, для того, чтобы выйти на IPO. Это проект, связанный с метаэкономикой. Вот все вот эти монеты, которые здесь у нас были показаны на предыдущем слайде, все вот эти токены, они должны быть востребованы в первую очередь внутри самой экосистемы. Внутри игры, внутри тех взаимодействий, которые в эту игру вовлечены. Но игра-то, это вот название игра, это, наверное, скорее больше условное название, потому что эта игра, ну, наверное, я не знаю, 4D Монополия. Вот «Монополия» в свое время, игра американская, да, она очень сильно подняла финансовую грамотность населения. В принципе, в нее играли в 80-х годах, и у нас и в 90-х годах, и до сих пор эти игры продаются. И играли с замиранием сердца до самозабвения. Я помню, мы сами, когда еще учились в институте, на первом-втором курсе приехал у меня друг из Норильска, он там заканчивал школу, но приехал опять в институт поступать сюда к нам, и привез с собой журнал, в котором было описание этой игры, английский журнал. Мы сами на ватманском листе огромном расчертили монополию, вспомнили там, что какие правила, что где, и до самозабвения в нее играли. Я к чему все это вспомнил? Каждому поколению, каждой эпохе своя экономическая игра. Вот наша игра Legends of Interaction, она как бы имеет все шансы занять вот эту вот самую нишу. Почему? Потому что сама суть игры – это экономические взаимодействия внутри виртуального пространства. Все наши активы внутри этого виртуального пространства должны быть задействованы, и они должны быть вовлечены в экономический оборот. Именно вот в этом основная эта задумка, что они действительно должны быть вовлечены в экономический оборот. Сейчас идет развитие наше с вами. Развитие как маркетмейкеров. Кто такие маркетмейкеры? Это купцы, это обладатели тех ресурсов, которые нужны будут в самой игре. Эти ресурсы, первоначальные, изначальные богатства, можно и нужно накапливать и зарабатывать именно сейчас. Потому что вслед за нами, за маркетмейкерами, за программой HMAP, за активным, пассивным и пассивным фармингом монет Game Goscoin, Dominion Coin, HMAP Coin, Rix Coin придут вот на смену всем нашим HMAP мастера игры. Ну, не на смену, они вслед придут за нами. Они придут для того, чтобы обустраивать свою территорию в этой игре для того, чтобы взаимодействуя с игроками зарабатывать в этой самой игре, в этом самом экономическом взаимодействии, зарабатывать капитал и зарабатывать деньги. Но для того, чтобы зарабатывать что-то, для того, чтобы создавать, нужны ресурсы. Эти ресурсы, все ресурсы у маркетмейкеров. И маркетмейкеры зарабатывают через программу HMAP эти ресурсы здесь и сейчас, сегодня. Мастера игры будут покупать эти ресурсы.
Мастера игры придут после 20 августа по рекламе, которую рекламная кампания делает. Компания 20 августа, вы помните, эта дата уже нам давно обозначена, давно известна, открытие и запуск нового кабинета мастеров игры. После этого большая рекламная кампания, мастера игры привлекаются на территорию Legends of Interaction. Для того, чтобы на этой территории жить, существовать, работать, нужны ресурсы. У кого ресурсы? Ресурсы у вас, у маркетмейкеров. Те же самые GameGoS коины, Dominion коины, HMAP коины, RIX, которые вы заработали. RIX можно уже сейчас пользоваться ими, выводить, заводить. Это монета на каждый день через Jambaline в USDT, в биток, в эфир, в эфире Ethereum можно их переводить. Все это конвертируемая монета. HMAP монета у нас внутренняя, ресурсы Game, Goscoin, Dominion Coin. Это основные средства, основные ресурсы, которые нужны будут мастерам игры для того, чтобы обустраивать свои территории. На этих территориях что-то делать. Они без них не смогут обойтись. Где им взять? Только покупать у вас. Только покупать у маркетмейкеров. Значит, соответственно, чем больше у вас этих ресурсов, чем больше вы сейчас сгенерируете, тем больше у вас будет того, что будет покупаться за деньги. Далее публичный старт игроки. Игроки и территория X. Понятно, что такое территория X. Мы уже упоминали об этом не раз. Просто напомню, что это новый принцип взаимодействия рекламодателя с тем, кто рекламу размещает. Рекламный проект, когда рекламодатель может отследить взаимодействие потенциального клиента со своим брендом. Длинно, научно, но абсолютно правильно сказал. То есть отследить взаимодействие в обычной жизни, в обычной практике. Реклама – это билборды, это телевидение, это радио. Посмотрел клиент, послушал клиент потенциальный, проехал мимо, обратил внимание, не обратил. Совершенно невозможно отследить, просмотреть. Даже во время чемпионата мира. Сейчас вот по футболу идет реклама. Ввели даже в матче аж изменения в правилах. Ну, не знаю, тот, кто смотрит футбол, увлекается, меня поймет. Две гидропаузы для водопоя якобы футболистов. Но чистые рекламные паузы. Даже здесь непонятно, в этот период люди будут смотреть или переключатся на другие программы, увидят они эту рекламу или нет. А здесь, с территории X, рекламодатель платит тогда, когда клиент зашел на эту территорию, когда он взаимодействовал с тем объектом брендовым, который на этой территории есть. Это взаимодействие зафиксировалось компьютерной программой. И рекламодатель за количество этих взаимодействий оплатил деньги рекламные. Именно за взаимодействие потенциального клиента с брендом. И вот сам этот подход революционный, он очень нравится нашим потенциальным рекламодателям. Конечно, это всего лишь навсего один из проектов Legends of Interaction, с которым выходить будем на IPO, территория X. Это тоже здесь этот проект. Но у нас еще и проект InterAtom. Это marketplace услуг, первыми клиентами которого, естественно, должны стать люди, живущие в мире Legends of Interaction, которым InterAtom будет наиболее понятен. Целая экосистема взаимодействия и взаимопроникновения друг в друга. Для того, чтобы нам с вами зарабатывать ресурсы, компания делает все возможные акции. И здесь напомню, что вот всю прошедшую неделю постоянно у меня были взаимодействия, были звонки, были поиски ресурсов для того, чтобы вот в этой программе
15 Force участвовать, она заканчивается завтра в 23:59:00. 23 часа 59 минут 00 секунд по центральноевропейскому времени. То есть, получается, в час ночи по Москве, час ночи по восточноевропейскому времени. Так получается. У нас летнее пока время, да? Разница всего у нас с центральноевропейским временем получается 1 час. Есть сутки. Есть сутки для того, чтобы увеличить количество ресурсов, которые вы зарабатываете. Потому что предложение, которое действует, вот все остальное не очень работало. А HMAP 7 Pro великолепно. 90 RX Coin, 5 токенов 7 PT Pro, выдаются в каждом из которых 4 активированных пина, 5420, то есть 20 активированных пинов сразу за 90 рикскоин, плюс 75 интов как бы в подарок при этом идут. Выгода составляет с обычной ситуацией 700 евро. В общем-то, в сутки еще есть, думайте. Может быть, у кого-то что-то где-то. Проверьте свои H-мапы, проверьте свои сами поля, где выставляются у нас пины. Может быть, успеете, может быть, еще что-то крутануть, прокрутить еще один день практически, 24 часа на это с небольшим, на все на это есть. Ну ладно, что у нас еще? У нас еще с вами на этой неделе произошло, да, наверное, изменение, обновление International Alphabet Wallet. Если кто-то читал, хорошо, не читал, повторю. В двух словах, что там за обновление? Появилась возможность иметь несколько адресов кошелька на одном сайте, на одном ресурсе. То есть у вас может быть 2-3 адреса. Если раньше вы их использовали отдельно в каждом интерфейсе, сейчас можно открыть просто один интерфейс. Не две закладочки для одного кошелька отдельно, для другого кошелька отдельно. Так же, как у нас на Netsbo, да, можно получить 1, 2, 3 кошелька. Для этого можно добавить систему адреса через мнемоническую фразу, экспортировать вот здесь, через кнопку Add Wallet, получается Add Wallet, да, добавить кошельки. Дальше там будет кнопка добавить через мнемоническую фразу. Мнемоническая фраза открывается, ее туда надо будет вставить, и можно сюда добавить в интерфейс кошелек. Они будут вот так вот вываливаться списком, с каким кошельком хотите работать, с тем и будете работать. Ну, достаточно удобная штука в том плане, что не надо открывать несколько интерфейсов в разных браузерах, чтобы одновременно смотреть, что, где и как у тебя в кошельках происходит. Если несколько кошельков на себя зарегистрировали, а такое было, пожалуйста, можно здесь сюда их добавить сразу в один интерфейс, это удобно. Подробно все это написано в новостях, с картинками, с примерами, с скриншотами, так что у кого такая ситуация есть, пользуйтесь, не забывайте. Фабрика дронов. До сих пор все это еще у нас работает. Напомню, что до 1 мая 2027 года как минимум 5 фабрик из серии фабрики для мастеров будет выпускать компания. Что такое фабрика дронов? Это, по сути, производство, которое вы покупаете. В феврале 2027 года сможем мы эти фабрики активировать. Кстати, RX майнера, да, тоже уже на этой неделе можно было активировать. Если кто-то этого еще не делал, я, честно говоря, свои RX майнеры поменял на фабрики дронов, на продвинутые фабрики дронов плюс. И я считаю, что это выгоднее. Сейчас пока еще у нас второй этап, до сих пор не раскуплен, получается. 1000 фабрик изначально продавалось, потом добавили к ним 3000 фабрик, то есть всего до 4000 фабрик.
Просто первый этап до 1000 был по одной монете, здесь по две монеты, будет еще третий этап продажи этих фабрик, там по три монеты. По две монеты тоже можно вполне эти фабрики покупать. Почему? Фабрики сами по себе предмет, который можно, во-первых, продать маркетмейкеру, саму фабрику. А, Рекомендованная цена продажи, насколько я помню, 18 трикс. Но я, честно говоря, для себя смотрел и решил, я не хочу ничего продавать, я фабрики покупаю для того, чтобы они меня выпускали дроны. Одна фабрика в неделю выпускает одного дрона. Она собирает его, выпускает, и он появляется. 52 недели в году. Одна фабрика, 52 дрона. 10 фабрик, 520 дронов. У меня получается 15 фабрик таких, 3 фабрики продвинутых, то есть это 999 дронов за год. Напоминаю, что система, то есть компания, как хотите называйте, система будет покупать эти дроны в том случае, если вы захотите ей эти дроны системе продать. То есть это как опция, не то что добровольно, она добровольно-принудительно. То есть не надо искать покупателя на эти дроны. Вы можете продать эти дроны по 3 рикса мастерам игры предложить. Но если мастера игры не будут покупать, допустим, дроны, гарантированно система эти дроны у вас выкупит. Но малые мастера не будут покупать. Может, вы здесь в своем кабинете живете, а основная потребность в этих дронах в латиноамериканской структуре, допустим. Но они у вас есть. К вам, может быть, еще не достучаться за этими дронами, а гарантированно покупая у вас через систему и продавая дальше эти дроны, та же самая система по 2, по 3 дрона продаст туда, там, где они востребованы. Система тоже на этом заработает. Ну, сколько заработает система и каким образом, меня мало интересует в данный конкретный момент. Я просто понимаю, что 999 дронов в год по одному Риксу они мне дают, в среднем получается 2000 евро в год. Ой, в месяц, простите. 2000 евро в месяц. Просто-напросто дохода. От продажи дронов в системе. От гарантированной продажи дронов в системе. С февраля месяца это запускается, с февраля 2027 года. Поэтому я для себя такие выводы сделал. И вам советую, если есть возможность, эти фабрики пока еще можно прикупить. Что еще? Ну, награды для новичков вы видели, смотрели. Что это и как работает, новые части, все это, эти подарки, все это у нас работает не первый день, не первую неделю. Вот до 20 августа все эти плюшки тоже у нас существуют. Да, зарегистрировавшись с 27 августа, один токен 7PT получает, один токен 9PT. То есть токены новые клиенты покупать не должны, они сразу могут идти в систему в 7PT, в 9, и в 9PT. Но, еще раз, самое интересное все-таки во всех этих вещах, во всех этих программах HMAP, программа HMAP 7 Pro. Там действительно хороший доход, когда вы полностью прокачаете хотя бы один токен. Там получается, насколько я помню, больше 9000 евро. 100 на 100 уже 6000, по-моему, да, получается. До этого и там вот все вместе прокачивая, просто с одного токена. 100 на 100. Реально прокачать? Реально. Поверьте, реально. Реально прокачать одному тяжело. С командой 2-3 человека, вполне эти токены можно прокачать, можно сделать. Тем более, я говорю, еще есть сутки с этой программой, когда получаешь за 90 риксов 5 NFT-шек, да, получается. 5 токенов с уже 4 активированными пинами, то есть 20 пинов можно сразу в систему выставлять. Ну окей.
Что еще работает, напоминаю, добавок ко всему. Зарабатывая риксы, вы сейчас зарабатываете себе покупателей на свои активы. Каждый рикс, заработанный в системе фарминга HMAP, не в лидерской, не полученный через банковский перевод, а именно заработанный в системе фарминга HMAP, дает вам одного прямого личного покупателя на ваши ресурсы. Мастера игры компания гарантированно вам предоставит. Что для этого надо сделать? Всего лишь навсего, как минимум 10 рикс заработать, как минимум 10 рикс заработать в системе HMAP, и дальше каждый новый рикскоин, который вы себе кладете в кошелек в карман, он дает вам одного прямого покупателя на ваши ресурсы. Почему это интересно, почему это важно? Мастера игры, которые придут после рекламы, которая будет запущена после 20 августа, они придут за ресурсами, за тем, чтобы эти ресурсы купить. Первая задумка была, как вы помните, через Marketplace услуг Entellage запустить этот процесс, но потом компания подумала, решила сделать акцию, решила отложить запуск Entellage и свободный оборот этих монет. То есть свободный оборот, получается, мастеров игры. Понимаешь, ведь как вот это должно было бы изначально по задумке работать? Есть рынок, вы выставляете через Marketplace свои предложения. Приходит мастер игры, запускает программку, выбирает лучшее предложение, самое дешевое, самое выгодное, какое ему интересно, и покупает эти ресурсы. Случайно у кого бы то ни было. Но для того, чтобы поощрить, наградить самых активных клиентов, компания пошла на другой шаг. Она отложила Marketplace, запуск его чуть на более поздний срок, а первые мастера игры будут приходить конкретно к тем людям, у кого эти ресурсы гарантированно есть и кто заработал эти ресурсы в программе HMAP. Ведь почему риксы являются критерием оценки прихода тех же самых мастеров игры? Придут они к вам или не придут? Если вы заработали рикс, логика очень простая. Если вы заработали рикс, это всего лишь 1/4 от того, что вы заработали в виде остальных ресурсов. Если вы заработали рикс, допустим, я не знаю, там на 1000 евро, значит на 1000 евро у вас есть HMAP, есть у вас Dominion Coin, и у вас есть Gaming Coin, точно на такую же сумму. Ну, потому что так вот разбиваются токены, которые мы с вами зарабатываем в программе HMAP. Farming Point, они делятся таким образом. На 4 части. Все, что заработали, на 4 части. Game Goes Coin, Dominion Coin, в любой пропорции между собой. Но ровно половина от того, что заработали в результате фарминга. А остальное, Rixcoin и HMAP Coin, те 50/50. Между собой, конечно. То есть логика очень простая. Если заработали риксы, у вас есть ресурсы для того, чтобы предложить их мастерам игры. Зарабатывайте эти ресурсы. Зарабатывайте и гарантированно получаете покупателя на ваши заработанные таким образом другие ресурсы. Уже не на Rix, а на GameGoScoin, Dominion Coin. Это вам понадобится. Таким образом, вы быстрее всего монетизируете то, что у вас уже сегодня в бэк-офисах есть, то, что вы накопили и заработали в виде этих самых основных ресурсов. Но что еще у нас, какие новости вышли? Сегодня буквально вышла новость о том, что в следующий вторник мы с вами вот в этом формате, в формате нашей презентации, в формате нашего вебинара не встречаемся, потому что в следующий вторник, 25 июля в 17:00 по центральноевропейскому времени, то есть получается в 18 по Москве, Вильнюс, Таллин, Хельсинки, летнее время не забываем, будет
онлайн-презентация, которую проведет господин президент. Будет представлена программа Market Level Up. Market Level Up. Рынок уровень вверх. Не знаю, что это означает. У меня инсайдерской информации нет. Пока только намекали, говорили, подмигивали, что очень здорово, очень интересно, очень денежно. Не знаю, посмотрим, увидим, что они нам хотят предложить и что они хотят нам сказать на этой презентации. Это мы ровно через неделю с вами увидим и узнаем. У меня же на сегодня все. Вся информация, которую я хотел довести до вас, напомнить о чем-то, о чем поговорить. Если есть вопросы, все как обычно, пожалуйста, вопросительные знаки в поле чата. Если все понятно, хорошо, плюсики в тех же самых полях чата. Угу, угу, угу. Ну, все тогда. Вопросов нет, плюсики вижу, вопросительных знаков не вижу. Давайте тогда будем с вами сегодня, коллеги, прощаться. Со мной встретимся, вы встретитесь уже через 2 недели, получается, а на следующей неделе будем ждать выступления президента и новостей, которые нам подготовила компания. Ну что ж, до следующего эфира. Всегда с вами, всегда ваш Михаил Квасов. Пока-пока.